Зеленский и Трамп отреагировали на заявление Путина о прекращении огня. В Киеве назвали его манипуляцией, а в Вашингтоне остались недовольными. Что не так и что дальше? Украина заявила о красных линиях. Какой сигнал отправили Путину и как уже ответила Москва? Почему Лукашенко не оказалось места за столом переговоров? Новая разработка в биолабораториях. Ученые Лондона выпускают комаров-убийц. На кого будут охотиться? Вы удивитесь. Новые землетрясения трясет Италию и Узбекистан. И там предупреждают о риске мощнейших толчков в ближайшее время. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Трамп остался недовольным ответом Путина на его предложение о прекращении огня. Американский президент назвал слова, прозвучавшие в Кремле, многообещающими, но неполными, и дал понять, отказ РФ от перемирия станет неутешительным моментом для мира. Мы хотели бы, чтобы Россия прекратила огонь. И мы, как вы знаете, не работали вслепую. Мы обсуждали с Украиной землю и участки суши, которые будут сохранены и утрачены, а также все другие элементы окончательного соглашения. Загвоздка в том, что здесь задействована электростанция. Знаете ли, очень крупная электростанция. Кому достанется электростанция, а кому достанется то-то и то-то. Итак, знаете ли, это непростой процесс. Путин выступил с очень многообещающим заявлением, но оно было неполным. И да, я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил. Нам нужно побыстрее с этим покончить. Вы знаете, каждый день гибнут люди. Заявление Путина сейчас обсуждают аналитики, о нем пишет западная пресса. Прекращение огня и предложение США установить режим тишины на линии фронта на протяжении 30 дней в Кремле назвали хорошей идеей. Путину при этом интересно, кто на всей длинной линии фронта будет контролировать режим тишины. Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? На протяжении 2000 километров. И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследователя с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. На заявление Путина уже отреагировали в Киеве. Зеленский назвал его манипуляцией и считает, что Кремль готовится отказаться от прекращения огня на фронте. По словам Зеленского, Путин единственный, кто хочет войны, поэтому по нему нужно ударить санкциями. Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте. Он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает. Не говорит «нет» напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас очередные российские манипуляции. Что думаете о заявлении из Украины? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А я отмечу, что в офисе Зеленского также заявили, что Киев отказывается от заморозки конфликта. И Украина никогда не пойдет на соглашение вроде Минска-3. Мы точно против. И здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта. Они также против так называемого Минска-3 или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум или другие. Накануне звучал и голос из Минска. Лукашенко, который приехал в Кремль, заявил, что он и не рвется занимать место за столом переговоров о мире в Украине. Пока же Беларусь и не приглашали. Напомню, что основные переговоры ведет Украина, Россия и США. Так что я особо не рвусь никуда.
Это во-первых, а во-вторых, там будет близкий нам человек, наш партнер Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов. Точно как вы и сказали. Украина представила США красные линии для мирных переговоров. Об этом сообщает издание «Европейская правда». Авторы материала уточняют, что на встрече в Джиде Киев, среди прочего, заверил американскую сторону, что не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения. Кроме того, проговаривались также другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров. Например, другие красные линии Киева звучат так. Не может быть никаких ограничений по численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины в международных организациях, в том числе в ЕС и НАТО. Тем временем в Москве накануне проводили свои красные линии. В МИД РФ заявили, что против размещения иностранных войск как гарантия безопасности для Украины. Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы, некие миротворческие операции, которые предлагают те, кто слово «миротворчество» и «мир» вообще изъяли из своего лексикона. Вот эти все перепевы, это все очевидно, знакомо, понятно до боли. Потому что это все будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с нашей страной, на который мы будем реагировать всеми имеющимися средствами. Британия и Франция разрабатывают план размещения войск в Украине, который поддержит Трамп. Об этом сообщает Bloomberg. Британский премьер Стармер и президент Франции Макрон ведут переговоры с 37 странами о создании коалиции желающих отправить миротворцев в Украину. Напомню, Лондон и Париж планируют создать европейские силы успокоения, призванные предотвратить будущие атаки России по Украине. По словам западных чиновников, предложение будет включать менее 30 тысяч солдат и, скорее всего, будет сосредоточено на воздушной и морской обороне. А как вы считаете, нужны ли миротворцы в Украине? Пишите свои ответы в комментариях. Буду благодарен за лайк и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Новая разработка из биолаборатории. Теперь в мире появились комары-убийцы малярии. Ученые из Лондона создали генетическое оружие против смертельной болезни. На охоту были выпущены комары-мутанты, которые раз и навсегда могут покончить с малярией. Генно-модифицированные комары размножаются с дикой популяцией, а их потомство уже не способно переносить заболевания. Если эксперимент удастся, болезнь, которая ежегодно убивает 600 тысяч человек, может исчезнуть навсегда. Ученые говорят, что традиционные методы борьбы с малярией уже теряют свою эффективность, поэтому нужен радикальный шаг. Итак, вы делаете комаров в лаборатории. Вы создаете их генетически модифицированными в лаборатории. У вас есть популяция комаров. Вы выпускаете их в полевые условия. Они смогут спариваться с дикой популяцией, с дикими комарами. И когда они спариваются, все их потомство тоже становится устойчивым. Вот как работает генная стимуляция. Таким образом, модификация распространяется на все потомства. Космический зонд совершил облет Марса. Европейское космическое агентство провело важный маневр в космосе. Зонд Гера пролетел на расстоянии 5000 километров от Марса. Гера – это часть миссии по защите планеты от астероидов. В будущем, если к Земле будет приближаться опасный объект, человечество должно уметь изменять его траекторию. Но чтобы достичь одного из астероидов, в частности Диморфос, Гера нужен был мощный разгон. Вместо того, чтобы тратить много топлива, зонд использовал гравитацию Марса. Это как космическая рогатка, которая ускорила аппарат и направила его дальше. Во время облета Гера сделала уникальные снимки Красной планеты и ее спутника Деймоса, под углом, с которого его еще никто не видел. Эти данные помогут лучше понять происхождение спутника и его связь с Марсом. Мы тестируем технологию, которая однажды может спасти Землю. Сегодня мы знаем более 90% астероидов размером с тот, что уничтожил динозавров, и они нас не пугают. Мы знаем, что ни один из этих объектов не столкнется с Землей, но небольшие астероиды размером в сотни метров очень трудно увидеть. И в настоящее время мы отслеживаем 30 тысяч тех, которые потенциально опасны. И вы никогда не знаете, когда столкновение может произойти. Поэтому у нас должен быть страховой полис для планеты Земля.
В Италии ликвидируют последствия мощнейшего землетрясения. Произошло оно в Неаполе и стало самым сильным за последние 40 лет. Неаполь, расположенный в опасной зоне флегрейских полей, ощутил на себе мощные подземные толчки магнитудой 4,4. Люди в панике выбегали на улицы, а некоторые провели ночь в машинах. По данным Национального института геофизики и вулканологии, источник землетрясения находился на глубине всего 2-3 километрах в районе Пацуоли, это сердце вулканического бассейна. После основного удара последовали авторшоки. Флегрейские поля – один из самых опасных вулканических регионов Европы, и каждое новое землетрясение может быть предвестником более мощных событий. Об угрозе землетрясений говорят, кстати, и в Узбекистане. Там 12 марта тоже были зафиксированы подземные толчки. Сейсмологи предупреждают, в Центральной Азии может начаться новая фаза активных землетрясений. Исторически в этом регионе уже случались сильные землетрясения магнитудой до 6,5. Ожидается новая активизация, возможно, в ближайшие 1-2 года. В последние месяцы количество землетрясений в Центральной Азии сократилось, но это может означать, что подземные процессы замедляются перед тем самым новым всплеском активности. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если хотите поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!